Я как всегда. Не только ты похож. Сегодня просто шикарная погода. Она, наверное, такая, потому что завтра Света уезжает уже в Одессу домой. Греция меня встретила очень хорошо, погодка была теплая. И провожает она меня такой же шикарной погодой, в таком красивом месте. Я буду немножко грустить и скучать. Очень красиво тут прям вообще. Здесь в расщелине просто огромное количество морских ежиков вот таких. А можно потрогать такого? Водичка хорошая сегодня. Афинские пробки, пасмурное утро, а мы провожаем крестную. Я слезу хотела пустить. Я считаю, что она не уедет, потому что такие пробки, что мы опоздаем на автобус. Так. Будем еще ехать и ехать. Совесть не грамма. Не надо ехать, поедешь с нами. Приехали мы по навигатору по адресу, куда Свете нужно было, откуда отправляется автобус. Но здесь такое место, какая-то промзона, и даже нет паркинга, где бы могли эти автобусы останавливаться. Вот она пошла искать. Но я не виновата. Она мне сказала такой адрес, я ее сюда привезла. Надо было заранее просто как-то узнавать в автобусной компании, где точно ее заберут. Остается 20 минут до отправления, автобуса даже близко нет. Давай, теперь ты говори. Она мне пообещала купить конфетик. Самое главное. Света возвращается назад. Что там? У нее веселое лицо? Очень грустная Пипец. и расстроенная. Мои хорошие, люблю, целую. Автобус еле нашли, панику пережила. Да, автобус Свету ждал лишние 10 минут. Ну ничего, все, беги, все, счастливой дороги. Вот он, наш автобус одесский. Крутились тут в этом районе. Все, Свету одну ждали, уезжает она. Все, крестную мы проводили, а сами приехали в самый центр Афин. Под Акрополем есть такой район, называется Анафиотика. Это старинные улочки, домики, узенькие разные, бугенвилия здесь цветет. И это место, оно чем-то напоминает Санторини. Идем гулять. Давай, поднимайся, дочь. Нет, Алис, нет, сегодня сладостям бой, нет. Сувениры везде. Сегодня прохладно очень. Пойдем потихоньку. Всегда запоминаю место и улицу, где я оставила машину. Да, там наша машинка. Внизу. По сути, анафиотика – это часть плаки. Заходите в каждый закоулок, даже если вам кажется, что там тупик. Наверняка он скрывает проход и вид на какую-то невероятную красоту. Идем, гуляем где-то по улочкам. У Таи просто есть одно желание, которым она уже мне проколупала мозг. Куда, Тая, хочешь? Скажи мне, пожалуйста, 500-й раз, чтобы я точно запомнила. Ресторан с китайской лапшой, в котором мы были в прошлом году. И я не помню, на какой улице он был. Даже название не знаю. Скажи, приехать в Афины, чтобы искать китайскую лапшу. Это можем Да, только мы. машина. С креветками. Осторожно, дочь. Симпатичные домики, уютные улочки, кафе на лестницах. Очень романтично. Да. Вниз, да? Да, идем потихонечку вниз. Красивые улочки тут. Очень. Анафиотика находится буквально под самим Акрополем, и все ее переулки ведут к нему. Что интересно, здесь нет такого нашествия туристов, как в Монастыраке или Плаке. Вот все спускаются туда вниз и смотрят на развалины, а мы прекрасно видим все сверху бесплатно, через вот эту там дырочку. платно, что ли? Конечно.
Вот сверху лучше видно, чем стоя там внизу. Туда или сюда идем? Туда, нет, туда. Алисе все равно куда идти. Идем. Туда и туда? Туда. Мы параллельно гуляем, а я смотрю, где эта лапша. Все, мы уже в оживленном муравейнике вышли к монастыраке. Ты хочешь потеряться, да? Монастыраки — это блошиные рынки, чего здесь только нет. Мне кажется, в этом месте можно найти буквально все, начиная от предметов старины до чего-то более современного и сувениров на любой вкус. Шли и случайно вышли на Таину любимую улицу торговых центров и магазинов. Улица называется как? Эрмоу. И мы с Таей в прошлом году здесь делали покупки, когда нам скучно было. Церковь здесь красивая, старинная. Он грязный, его надо постирать. Боже, вот оно счастье, да? Так долго искала она. Садитесь, сейчас закажу вам. Да. Здесь можно выбрать, какая лапша и какая начинка. Вот это самое вкусное мое пробовали. Вот оно счастье. Думаю, что это уже наш последний день в Афинах. Мы уже возвращаться сюда не будем. Сегодня погуляли по Монастыраке, прошлись по Плаке, Анафиотике, на Акрополь посмотрели. И уже последние 4 дня здесь проведем на море, на пляжах и будем возвращаться в Украину. Гена, я в шоке. Как так можно припарковать машины? А как выехать? Я не знаю, как они выезжают. Или они сюда заехали и все, на год. Как? Тая увидела этот балкон. Вот это вот какой-то кактус, кракозябра такая висит с балкона свешена, огромного размера. Не хотела бы сюда зайти? Так мы сверху все видим. Чего туда входить? Я просто не могу отсюда выехать, потому что здесь просто вот такой муравейник окружил меня. Ты посмотри, что делается со всех сторон. Улицы узкие, это реально просто какой-то ад. Везде эти мотоциклы вот так стоят. И выехать просто настолько тяжело. Это здесь еще широко. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her. У меня помощница ворота мне открывает, а я заезжаю, чтобы не выходить из машины. But you let her go. Делают уборку в моей машине. Нагадили так, песка, кучу, бумажек всяких, кучу грязи. Заставила убрать. Иду принимать уборку. Так, ну здесь более-менее почистили. Коврики вытрусили, там под ковриками целый пляж. Ну то ладно, это только пылесосом. Все убрали? Да. Спасибо. Ну Алиса помогала ж тебе? Нет, не сел. Там под ковриками еще кучу песка можно было вымести. Утомилась, да? Переутомилась. Я монтирую видео, записываю звук. Они орут. Выгнала их на улицу. Вот смотрите, это можно выдержать?
Сегодня у нас на завтрак мидии с лимонным соусом. И мы решили поехать в магазин и закупиться уже на всю дорогу в Одессу. И сегодня я еще буду готовить торт. А не поехали мы на море, потому что очень плохая погода сегодня. Прям вообще. Пришла зима в Киротею. А я нашла рецепт тортика клубничного, поэтому сегодня буду готовить. Подождите. Алиска. Как я тут уже на эту горку Ставроса выруливаю. Сейчас это еще не горка, там дальше будет вообще трындец. Страшно. Ух! Первый раз, когда ехали, кума глаза закрыла, говорит, страшно, что перевернемся. Все, хорошо выехали. Без пробуксовок. Когда мой телефон попал в руки к Тае. Ну мне тогда. Да, возьмите себе 2. Сейчас какие-то Купили продукты уже в дорогу. Еще и дождь пошел. Вообще сегодня пляжная погодка. Едем мы домой. Вообще холодная весна. Сейчас я открою вам машину, доця. Як то можна так хотіти, щоб усюди чекати знак, поки свічка буде горіти, поки мила не свята. Вот так мы провели 2 дня без Светы после ее отъезда.